Всем добрый день. Меня зовут Владимир Тарабрин. Этот канал посвящен медитации, осознанности, среди прочего, буддизму. Но перед тем, как вторгаться на территорию разнообразных измов, ну, и, среди прочего, буддизма, давайте разберемся с основными и фундаментальными понятиями. И это видео я хотел бы посвятить вопросу, а что есть самопознание и что мы можем познавать. И давайте начнем с тезиса. Тезис этот, он существует именно в артикулированной форме по преимуществу в буддийской тантре, и звучит он так: «Все есть ум». Давайте попробуем поразмышлять и раскрыть этот тезис, что имеется в виду, когда тибетцы, буддисты говорят «все есть ум». Как мы можем познавать этот мир? Что мы вообще можем познавать, чему мы можем учиться? Хитрость в том, которую надо понять, что все наше познание, оно проходит через два фильтра. Фильтр номер один — это наше тело. Мы взаимодействуем с окружающим миром и познаем его через наше физическое тело. Да? То есть что есть в нашем теле, какие аппараты в нем присутствуют? В нем присутствует тактильность. Все органы и ткани нашего тела и имеют иннервацию, пронизанные нейронной сеткой. За исключением, сколько я понимаю, ногтей, волос и коры головного мозга. Да, в противном случае, если б нейроны были в ногтях, то сеанс маникюра или педикюра надо было проводить под общей местной анестезией. О, веселуха, да? Так вот, у нас все тело пронизано нейронами, поэтому имеет иннервацию, и потому мы чувствуем, да, мы ощущаем тактильность: холодное, горячее, больно, приятно и так далее. Это один орган восприятия. Давайте пойдем снизу вверх. Дальше что у нас есть? У нас есть рот. Рот — это что? Это вкусовые рецепторы, вкусовое восприятие, и это звук, который мы производим. И идем чуть-чуть выше. У нас есть нос, да, нос. Через нос мы ощущаем запахи, еще один орган восприятия. Чуть-чуть выше — уши, акустическое восприятие, да, то есть мы слышим звуки, как хаотические, так и организованные. Идем дальше. После ушей у нас тут глаза, визуальное восприятие. Вот, собственно, и все. Что еще осталось? Самое высокое — мозг, да, ментальное восприятие. И что получается? Как я думаю, вы знаете, где бы, с какой частью тела что ни произошло, сигнал от нее идет в так называемый центральный канал, ну, по большому счету в позвоночник, где у нас все нервы связаны воедино, идет вверх, проходит в мозг, там за, значит, доли секунды, миллисекунды обрабатывается, идет туда, и ответ. Да, допустим, дотронулись мы до чего-то горячего, мы не сразу отдергиваем, а мы отдергиваем через несколько миллисекунд. Да, нейроны сработали, пошло в позвоночник, прошло вверх, в мозг, мозг проанализировал, дал команду отдернуть мышцу. Произошла реакция опосредованная. И то же самое, я сейчас смотрю в камеру. Я вижу это изображение, но я вижу его не непосредственно, а я вижу его через несколько миллисекунд. Да, потому что объем фотонов залетает в мои глаза. Там у нас есть вот эти палочки-колбочки. Они все это принимают и отправляют снова в мозг. Мозг собирает на этом основании картинку, анализирует ее, категоризирует, что я вижу дерево, я вижу воду, я вижу мигающую лампочку сейчас. То есть дает этому определение и возвращает мне в качестве реакции, что ты сейчас видишь, вот я смотрю на камеру, я вижу камеру. О, таким образом, весь мир, с которым мы взаимодействуем с ним опосредованно. Это опосредованное восприятие в квадрате. Да? И таким образом давайте сейчас поймем две
важные вещи. Тезис номер один. Мы никогда ничто не воспринимаем непосредственно. Все наше восприятие, все наше познание, оно проходит сквозь две сетки фильтров. Фильтр номер один — физическая оболочка, органы восприятия. Фильтр номер два — ментальная оболочка. И эти фильтры у каждого свои. У кого-то абсолютный слух, кто-то очень хорошо видит, кто-то дальтоник, у кого-то высокий болевой порог, у кого-то низкий болевой порог и так далее. Да, это физическое состояние. Плюс у нас может быть в моменте разные состояния. В каком-то моменте мы на адреналине, и у нас одно восприятие. В другом моменте мы с утра проснулись или мы засыпаем и сонные. Где-то мы выпили бокал вина или еще чего-то, и у нас изменилось восприятие. То есть поменялось на химическом уровне состав крови, и мы по-другому уже воспринимаем через физические рецепторы мир. А кто-то не имеет рецепторов. Допустим, слепой человек, для него мир вообще другой. Это одна сторона. Другая сторона ментальная. У кого-то высокий интеллект, у кого-то он низкий. Это искусственный коэффициент, но он тоже отражает определенные когнитивные способности именно мозга на физическом уровне. То есть два наших фильтра, они у каждого, по большому счету, уникальны. И поэтому тезис номер раз, еще раз вернемся к нему, все, что мы познаем посредством органов восприятия раз и ментала два. И по большому счету, если уж совсем серьезно, мы познаем только свои реакции на что-то происходящее. Я не могу познать, вот камень, я познаю свою реакцию на этот камень. Я его трогаю, да, у меня есть тактильное восприятие, я его вижу, у меня есть визуальное восприятие. Больше меня с этим камнем не связывает ничего. Поэтому первый тезис, возвращаемся к нему еще раз, мы познаем весь мир сквозь призму фильтра тела и сквозь призму фильтра ума. И из этого следует тезис номер два, что на самом-то деле все, что мы можем познать, это только собственный ум, потому что в конечном счете весь объем реакций, который нам пришел через физическое тело, стекается в наш ум. Там анализируется, категоризируется и выносится суждение. И поэтому на самом деле, чем бы мы ни занимались, что бы мы ни делали, мы всегда познаем только свой собственный ум. И поэтому, закольцовывая, с чего мы начали, этот самый буддийский тезис о том, что все есть ум, вот что это означает, что всегда осознанно или неосознанно, но мы занимаемся самопознанием. Университет — это самопознание, школа — это самопознание, отношения — это самопознание, работа — это самопознание, болезнь, даже смерть — это тоже самопознание. Нет ничего, чтобы с нами происходило, что не является самопознанием. И поэтому вывод: что можно назвать духовным ростом? Духовным ростом можно, или духовным развитием, можно назвать осознанное самопознание, когда мы осознаем собственный ум и познаем его. Это и есть духовное развитие. В какую культурную оболочку это будет облачено, какими словами, формулами, ритуалами будет сопровождаться, это вторично. На каком языке это происходит, это вторично. Но есть ум, что бы это ни было. В вульгарном смысле, как сигнал, который проходит через нейроны. В каком-то эзотерическом смысле, как энергии, которые в нем текут. Но есть только ум, который мы познаем. Я вам предлагаю самостоятельно поразмышлять на эту тему, либо согласиться, либо не согласиться с этим тезисом, что все есть ум, поделиться своими наблюдениями, суждениями в комментариях.
Если вам нравится этот контент, то поставить лайк и подписаться на канал. И мы с вами встретимся в новых видео. До встречи.